Войска РФ наступают по всей линии фронта. Польские фермеры завершают блокаду границы. Оккупанты меняют тактику. Обо всем этом не только расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Армия России меняет тактику и применяет химическое оружие против ВСУ. Применяет новую тактику – сброса гранат К-51 с беспилотников на украинские позиции. На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный взорвал учебную гранату. К 11 часам вечера в заведении, кроме журналистов, почти не осталось посетителей. В это время дверь открылась, внутрь заглянул мужчина и бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5. Польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска на украинско-польской границе. Сегодня в 9:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска Медика-Шегинь. Добрый вечер, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное доносить людям правду. Перейдем к новостям. Войска РФ продолжают наступление по всей линии фронта. Как сообщает Институт изучения войны, оккупанты добились незначительных продвижений в районе Купянска и Кременной. Кадры с геопривязкой, опубликованные 23 декабря, показывают, что российские войска добились незначительных успехов в северной части Синьковки, к северо-востоку от Купянска и к югу от Дибровой, к юго-западу от Кременной. Во всех случаях речь идет о незначительном продвижении в результате упорных боев. Также продолжаются ожесточенные столкновения укрынок в Херсонской области, где украинские военные удерживают занятый ими плацдарм на левом берегу Днепра. А в районе Работино подразделения ВСУ, возможно, отошли на более удобные для обороны позиции, отмечают ICV. Вы вообще можете наблюдать эту тенденцию, я думаю, она закрепилась за последние 2 недели, что российское наступление особо не развивается. То есть, да, есть бои, есть какие-то попытки прохода, там 10 метров, 20 метров, 30 метров, 100 метров, там с этой стороны, но существенных изменений на карте боевых действий нет. Существенных там изменений с точки зрения захвата тех или иных территорий нет. По данным аналитиков, армия РФ меняет тактику и применяет химическое оружие против ВСУ в районе Крынок, чтобы выбить украинских защитников, занятого ими плацдарма на левом берегу Днепра. Подразделения 810-й бригады морской пехоты переместились в район Крынок и применяют новую тактику – сброса гранат К-51 с беспилотников на украинские позиции, чтобы выкурить украинские силы с их позиций, а также вызвать огонь различными способами и орудиями. Аэрозольные гранаты К-51 наполнены раздражающим газом СС. Это разновидность слезоточивого газа, который используют для борьбы с массовыми беспорядками. Конвенция о химическом оружии запрещает использование таких гранат в качестве метода ведения войны. А Россия является государством-участником конвенции с 1997 года. ICV ранее отмечали, что российские войска уже использовали гранаты К-51 против украинцев в ноябре 2022 года. Владимир Путин посылает сигналы о готовности остановить войну, но не потому, что диктатор резко стал миролюбивым, а для того, чтобы помешать военной помощи Украине. Путин использует посредников, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в перемирии, несмотря на недавние заявления об обратном, считают аналитики ICV. России будет на руку временная остановка боевых действий, позволяющая ей подготовиться к возобновлению агрессии против Украины. Считается, что интерес Кремля в прекращении огня связан с постоянными попытками РФ помешать дальнейшей военной помощи Киеву. Заявление Путина о своей заинтересованности в прекращении огня больше соответствует продолжающимся усилиям России по задержке и препятствованию дальнейшей военной помощи Запада Украине, чем серьезной заинтересованности в прекращении войны. ESW наблюдал аналогичные попытки Кремля ввести в заблуждение западных политиков, вынуждая Украину вести переговоры с Россией зимой 2022-2023 годов и эффективно перенаправляя внимание Запада на гипотетические переговоры, а не на обеспечение Украины достаточным количеством военной техники. На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный взорвал учебную гранату. Об этом сообщает «Новая газета Европа» со ссылкой на очевидцев. Злоумышленник бросил учебную гранату внутрь рижского бара, где на вечеринке русской службы BBC собрались журналисты из различных изданий. В результате взрыва людей оглушило, никто из присутствующих не пострадал.
Журналисты связывают нападение со своей профессиональной деятельностью. Нападавший скрылся на черной БМВ, но журналисты успели записать номер его автомобиля. Мероприятие проходило в рижском баре «Че». К 11 часам вечера в заведении, кроме журналистов, почти не осталось посетителей. В это время дверь открылась, внутрь заглянул мужчина и бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5, утверждает очевидец. Накануне в СМИ распространили заявление командира пулеметчика 72-й бригады имени черных запорожцев Назария Кишака об усилении мобилизации в Украине и рассылку повесток через приложение «Дия». Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров поставил точку в этом вопросе и ответил, что никаких повесток в приложении ждать не стоит. Повесток в Дии не будет никогда. И только так. Также он добавил, что в следующем году будет 1 миллион дронов для нужд бойцов вооруженных сил Украины. С 15 по 17 марта 2024 года пройдут выборы Путина. Оппонента Екатерину Дунцову, которая выступает против войны из-за освобождения политзеков, уже не допустили к выборам. Центральная избирательная комиссия отклонила ее кандидатуру, сославшись на ошибки в документах. Несмотря на это, Дунцова призвала партию «Яблоко» выдвинуть ее кандидатом. Но там ответили, что не знают ее. Также журналистка заявила, что собирается обжаловать решение комиссии в суде. Сейчас нам надо получить на руки, во-первых, решение и обжаловать его в суде. Что касается выдвижения, то собрать инициативную группу мы уже еще раз не сможем по срокам. У нас только 4 дня, нужно подавать уведомление за 5. Но таким образом тоже можно предположить, вчера, если бы даже они провели это заседание, и мы знали бы итоги, и вечером бы принесли бы ему новую заявку, мы, возможно, могли бы еще уложиться. Но заседание перенесли на сегодня. Соответственно, у нас не осталось возможности по срокам это сделать. И плюс я обратилась в партию «Яблоко» с просьбой поддержать, потому что у них нет до сих пор никакого кандидата от них. Поскольку, так или иначе, повестка мирная у нас совпадает, поэтому хотелось бы, чтобы это не был поиск, допустим, просто так от кого-нибудь, а именно, чтобы это была партия со схожими ценностями. У Явлинского и партии «Яблоко» в целом из года в год одна задача – ни в коем случае не победить на выборах. И даже потенциальные конкуренты Путина не могут его критиковать. Николай Харитонов – кандидат в президенты от Коммунистической партии. Однако он не в состоянии ни покритиковать Путина, ни даже ответить на вопрос, чем он лучше Бункерного. Вы думаете, что вы сможете победить? Значит, я не могу так говорить, победить, не победить. Вы на это надеетесь? Любой из всех кандидатов, кто будет выдвинут от всех политических партий, обязательно ставит задачу перед собой победить. У борцов есть такое выражение: вышел на ковер, борись. Будем бороться. Чем вы лучше Путина? Я так не могу говорить, что лучше это люди определяют своим голосованием за ту или иную программу. Что вам самому в себе нравится? Что вы все оцените? Я люблю людей, я люблю, без малого 30, больше лет я работаю и избираюсь депутатом Государственной Думы, избирался 6 раз по одномандатному округу. Надо любить и уважать людей, и они тебе такой же, по сути дела, таким же отношением подтверждают в период избирательной кампании, голосуют, поддерживают. Стараюсь быть честным и добросовестно выполнять все наказы избирателей. Путин любит людей? Я не могу говорить за чужие, я могу говорить только за себя. Польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска на украинско-польской границе Медика-Щегине. В настоящее время движение грузовиков восстановлено. Об этом говорится в сообщении ГПСУ. Сегодня в 9:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска Медика-Щегине. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме. Ранее сообщалось, что на границе Украины с Польшей более 4000 грузовиков стоят в очереди. В ГПСУ подчеркнули, что пограничники вместе с сотрудниками служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков. Чехия окажет финансовую помощь украинским беженцам, которые желают вернуться на родину. Воспользоваться правом можно только один раз, точная сумма еще не установлена. Также, согласно поправке к закону, срок проживания в бесплатном жилье для украинских переселенцев будет сокращен до 90 дней. По истечении срока беженцы должны будут найти новое жилье. Сейчас бесплатное жилье предоставляется максимум на 150 дней.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке. А также подписываться на нас и в других социальных сетях. Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.